Всем доброго времени суток, добро пожаловать на канал Таро Гадание Инфо. Спасибо за то, что вы со мной, за поддержку канала, за комментарии, лайки, подписки. Благодарю вас. Кто еще не подписался, пожалуйста, подпишитесь и не стесняемся, ставим лайки, товарищи. Тема сегодняшнего расклада. Кто прибегает к магии в моем ближайшем окружении? Как это касается меня? Сейчас мы узнаем, кто эти люди. Да, фамилия, имя, отчество, адрес. Для начала, девочки, делаю вашу сигнификацию. Если резонирует, вы их узнаете. Ой, кого их? Бог ты мой. Себя узнаете. Вашу сигнификацию же делаю, да. Что-то представила, да? Прямо сейчас пишу картина маслом, и вы узнаете этого человека. И скажете мне, да я 100 лет уже знаю. Человек занимается этим всем. Так, ладно. Извините, лирическое отступление. Сейчас вы себя должны узнать. Если узнаете, на вас очень похоже, то есть смысл смотреть до конца. Один вариант. Какая вы? Какая девочка пришла на расклад? Что это? Что это за клетки какие-то? Да, так звучит прям... Звезда в клетке. Это у вас. Такая необычная сигнификация. У вас основная ложится карта звезда. По звезде я всегда предпочитаю в первую очередь упоминать об интеллекте. Интеллект выше среднего. Очень талантливая женщина, которая, может быть, даже есть понятие такое, что у меня есть какая-то миссия, призвание, я хочу там идти за какой-то своей мечтой, хочу эту мечту воплотить в реальность, реализоваться. У кого-то тут внешность привлекательная, какой-то, может быть, типаж кинозвезды. Но больше это правда о том, что вы даже себя воспринимаете женщина, которая, я не буду тут говорить, что у вас корона на голове, нет. Вот эта вот карта, сочетание вот этих карт говорит о том, что наоборот, у вас открытое сердце. Для вас очень важно любить, делиться этой любовью. Ну, вам хотелось бы в ответ ее получать. А вот какой-то тут диссонанс. Вы как будто с открытым сердцем. И, честно говоря, ну, это логично, что вы надеетесь, и к вам будет отдача, да, и к вам тоже будет такое отношение. А тут вот эта карта диссонанс, дисгармония. То есть вы туда, а назад вам комбинация из 3 пальцев. Но тут вот история о том, что вы уже учитесь. Учитесь как-то, то ли эти рамки границы выстраивать, то ли тут карта оппозиции. По крайней мере, ну, озвучивать. Не буду говорить, что тут какие-то свои претензии, но, по крайней мере, недовольство уже. Может быть токсичными проявлениями людей, может быть людей, которые где-то даже как будто бы стараются вам стать, если можно так сказать, поперек вашей дороги. У кого-то тут какие-то мечты, у кого-то тут элементарное желание по звезде, правда, как раскрыть потенциал, свой талант какой-то, может быть, делать какие-то попытки, шажочки, а рядом карта тут токсична. Говорит о том, что люди, может быть, сталкиваетесь с какими-то, не обязательно тут осуждения, но как будто бы какое-то то ли предубеждение, то ли вот даже их не спрашивают, они могут, люди эти, выражать свое какое-то, знаете, не то что недовольство, а какое-то такое, знаете, какие-то комментарии неуместные отпускать. Тут это как-то вас касается. То ли опять-таки вы там, ну, есть у вас цель, мечта, уже не знаю, может быть, вы хотите какой-то магазин, как вот флорист, да, если вам расскажу. Допустим, у вас мечта, всю жизнь жили там, занимались юриспруденцией, да, или чем-то еще таким. Потом, мечта у вас была изначально там. Хорошо, если родители там настояли, чтобы вы учились на этого же юриста, да. А мечта у вас была цветочный магазин иметь, да, и заниматься этими цветами, как-то компоновать эти букеты, находиться во всем этом великолепии с утра до вечера. Вот как-то вам этого хотелось. И тут может быть даже не то, что там вы сильно особо с кем-то делитесь, нет. Просто могли люди то ли узнать, то ли как-то так всплыло. И тут, мне кажется, тут
какие-то язвительные заметочки, хотя их и не спрашивают, какие-то советы нелепые. Нелепые в том плане, что они почему-то, ну, как они же понятно, что сквозь призму собственного вот этого, как восприятия жизни, у них свои ценности, у них свои там приоритеты в жизни, и люди пытаются вам что-то доказать, даже не даже доказать, как-то самоутвердиться за ваш счет, может быть, даже кого-то задевает то, что они считали вас сильной женщиной, женщиной, которая к чему-то идет, чего-то ей хочется, вот как будто бы вы в их болоте в каком-то, знаете, угрозу какую-то даже представляете. У них какая-то налаженная жизнь, уже свои какие-то выработанные уж суждения. Может быть, даже у них эти их суждения, умозаключения, они подтвердились их каким-то печальным опытом. Это и о том, что люди давно могут там ручки сложить там, или поддаться на какие-то там, ну, знаете, как мы сами себя часто так вот отговариваем, ну, ведемся, можно сказать, на, как это сказать, в общем, идем на поводу собственных страхов, лени какой-то, на поводу собственных каких-то, да, даже установочек там. Ну, вот что я буду пытаться этим каким-то бизнесом заниматься там, ну, вот смотрите, в стране какая ситуация там, или еще там вот 1000 там знакомых вот прогорели там. Ну, что мне сейчас этим заниматься? Ну, допустим, пример какой-то. Это как будто бы вот эти ограничения какие-то, они правда есть у всех, у нас это есть какие-то, у кого-то это ментальное. Тут почему-то это первая карта клетка. Я тут буду это считывать как какая-то ментальная клетка, какие-то ограничения, которые у кого-то они объективны, не дают в полной мере вам раскрыться, у кого-то это вот эти страхи, какие-то родовые программки, опять-таки любые эти программы, где мозгами понимаете, что для того, чтобы жизнь качественно, ну, в лучшую сторону, да, улучшилась ваша, нужно что-то предпринимать или как минимум не терять какие-то шансы, которые дает вам, ну, не знаю, Вселенная дает, да, вам. А тут вот как будто бы такое, как будто бы то ли в этой зоне комфорта уже привычно, то ли действительно какое-то очень токсичное окружение. Это что же накладывает отпечаток? Но мне так показано, что уже вы как-то пытаетесь этим людям противостоять. Ну, как минимум, может быть, кто-то поставил на место их советчиков, да, которые в своей жизни не могут разобраться. Вы ничего никого, допустим, не спрашиваете. Они, я же говорю, у них полная хренотень в жизни, и они считают нужным с умным видом вам давать советы, там, да, вот, или показывать вас, там носом тыкать и говорить, там, ты что, с ума сошла, что ты там придумала, там, или еще что-нибудь такое. Вот как-то так, девочки, вот какое-то, как будто бы окружение вас, оно, опять-таки, вот по этой карте ядовитое. Это люди, которые, ну, скорее несут вам разрушение, скорее будут способствовать того, чтобы вы так же, как вы, допустим, они в себе не очень уверены, ну, как попытки за ваш счет где-то самоутвердиться. И для них будет норма где-то вам подбросить какие-то такие, знаете, между строк посыл такой, да, да у тебя не получится, да, ну что там пыжиться, да зачем ты будешь этим заниматься, ну, как будто бы вот такое обесценивание какое-то идет, девочки. Ну, мне так почему-то идет. Но меня радует то, что тут карта оппозиция. Вы понимаете, что нужно противостоять. Вы понимаете, что это нельзя допускать, чтобы это входило на постоянку в вашу жизнь. А если вы в этом находитесь, то нужно как минимум искать пути выхода, отстранения, максимальной изоляции от этих людей. Вообще как будто бы нужно менять окружение, куда-то идти во что-то, куда-то во что-то. Это по карте звезда, это, ну, ваша мечта какая-то, прикладывать усилия туда идти. Ну, как-то мне так идет. Пускай это пока на уровне всего лишь каких-то умозаключений или выводов, или, ну, хотя тут уже какие-то, мне кажется, шажочки есть. Как минимум вы осознаете, что, ну, вы как разным воздухом с этими людьми дышите. У вас разные, повторюсь, такие взгляды на мир, какие-то убеждения, ценности, понятия этих ценностей разное. Ну, диссонанс. Видите, тут женская головка, ну, обычно красивая женщина, и длиннющая шея. То есть несоответствие какое-то. Несоответствие я уже вижу, как вот я говорю. Может быть, вы как переросли, может, своих друзей. Ну, нельзя так говорить, наверное. Некрасиво так, наверное, говорить. Ну, многих из вашего окружения
там друзей, знакомых, может быть коллектив какой-то. Элементарно это может быть на каком-то месте, вот в рабочем коллективе. Ну вы засиделись там уже, ну пора вам. Может быть, вас таким образом выталкивают даже через какие-то личности, которые как скорпионы ядовитые и несут эту угрозу для счастливого существования вам. То есть либо вам находиться и смириться с вот этим токсичным болотом, то ли через тернии к звездам действительно по звезде идти к своей звезде, следовать своей звезде. Так, вот это что это за клетка? Ух ты, как красиво карты говорят. Смотрите, тут карты выпали. Говорят, что вы долгое время могли, вот это слово прокрастинация, да, наше модное сейчас. Но карта воздержания тут в данном контексте это карта скука и воздержания, карта тучи. Могли длительное время, вот, находясь, скажем так, в дисгармонии, находясь в каком-то таком состоянии, которое, понимали, это не ресурсное, это как день сурка. Это состояние, когда ты понимаешь, что как будто бы время идет, а ты все пишешь этот черновик. Не жизнь свою уже проживаешь, ту яркую, которую хотелось бы проживать, да, или реализовываться, как тебе хотелось бы в чем-то там. Правда, интересную жизнь какую-то, в первую очередь, для себя жить, интересную, наполненную. А ты все надеешься, что вот, ну, как-то оно сложится, изменится, ну, может быть, вот попозже. И тут карта скука. Это тоже говорит о яркости жизни, отсутствии этой яркости жизни, девочки. И тут карта воздержания, как будто бы и хреново, а все-таки не решались поменять что-то. Ну, в том плане, что ограничивались, может, какими-то, так сказать, превентивные меры, да. Не, но ограничивались какими-то полумерами, да. То есть шаг вперед, 3 назад, потом опять по этому же кругу замкнутому. То есть кардинально ни черта не меняли. И тут показано, опять-таки, как тучи сгущаются, и, ну, ситуация могла накаляться, могла, как будто бы, когда мы не принимаем никаких решений осознанного, да, ответственности не несем за себя, за свою жизнь, когда мы понимаем, вернее, не понимаем, что на самом деле очень многое мы можем изменить, попытаться хотя бы изменить. Вот тут какой-то же, то ли день сурка, то ли как-то такое ощущение, ой, вообще что-то непруха и как-то непонятно, ну, в общем-то. Тучи сгущаются. Тут многие могли прийти в эзотерику, те же расклады Таро, в психологию, по карте ведьма. Как будто бы вот карта звезда все-таки сюда. Может быть такое прям... У кого-то, кстати, могли какие-то сны, как вещи, да, у кого-то видеть могли, ну, я не хочу тут ясновидение, вот это вот, ну, как-то я не хочу это и обесценивать, но в то же время не хочу сказать, что тут у каждого это было. К тому же все мы тут... Люди, которые приходят на этот канал, как правило, люди, которые верят в то, что есть там какие-то знаки Вселенная вам подает, да, или, по крайней мере, люди, у которых какой-то философский склад ума, восприятия мира, может, увлечение психологией. Я просто это к тому, что вы пребывали долго в каком-то состоянии, очень нересурсном. При этом отчасти, как эту клетку ментальную, у вас она в голове была, я повторюсь, у кого-то это действительно эти программки какие-то. Ну, вот вы пришли по карте ведьма, как будто бы искали, может быть, в эзотерике, в психологии эти расклады, ответы, искали на какие-то вопросы, которые вы не могли получить эти ответы, ответы на эти вопросы вы не могли получить там в своем окружении, там среди там подруг, друзей, там коллектив какой-то, уж близкий даже. Вот, мне кажется, у многих, вот вы пошли, вот тут карта звезда, это ну, где-то искать смысл жизни, свое, опять-таки, призвание, реализацию, может быть, таланты какие-то, вы понимаете, что у вас есть, и у вас запрос души на рост, развитие, раскрытие этого потенциала. Может быть, через, вот даже, повторюсь, психологию, эзотерику, по карте ведьма ведающая, вам, может быть, прям дан был этот шанс, дана огромная эта возможность получать какую-то информацию, ее обрабатывать, преобразовывать. Для чего? Для того, чтобы в конце концов
Тут вот карта букет и карта карма. Для того, чтобы, ну я так это прочитаю, для того, чтобы вы совершили тот самый прорыв, эти шаги совершили. Карта карма. Закрыли где-то у кого-то этот гештальт, а у кого-то эти страхи в сторону ушли. Для кого-то прям подсказки как по жизни получили. Эти же ответы на вопросы, которые вас мучают. Правда, как будто бы вот прошли этот урок уже по карме, приняли все, что должны принять, в себя в первую очередь, свои какие-то потребности осознали. Все, и дальше как с чистого листа начали жить. Уже не черновик писать, а вот как жизнь. Жизнь пишете в чистовик. Может быть, ну, более осознанно, четко уже понимая, что вас интересует в этой жизни, что вам дает радость, наполняет вас, взаимоотношения с какими людьми, как выстраивать эти отношения. Тут что-то такое, девочки, какой-то вам шанс дают вот заново начать жизнь. Может быть, в новом окружении, с новыми людьми, с новыми мозгами, да, извините, не обижайтесь. Ну, прям с новым каким-то видением себя в этом мире. Тут как будто бы вас загвоздка, девочка. Ведьма, ведающая, обладающая тайными знаниями. Эти знания не всем доступны, опять-таки. Так, давайте посмотрим, кто прибегает к магии в моем ближайшем окружении, как это касается меня. Кто этот человек в вашем окружении, который прибегает к магии? Ну, опять-таки, сейчас посмотрим, как это покажут. И как это касается вас. Ну, что-то вас вообще не касается, да? Как это касается вас. Так, кто в вашем ближайшем окружении прибегает к магии? Как это касается вас? Кто в вашем окружении ближайшем прибегает к магии? Как это касается вас? Кто в вашем окружении ближайшем прибегает к магии? Как это касается вас? Кто в вашем окружении ближайшем прибегает к магии? Как это касается вас? Кто в вашем ближайшем окружении прибегает к магии? И как это касается вас? Начинаем. Кто в вашем ближайшем окружении прибегает к магии? Это карта солнца. Сейчас. Кто? Но опять-таки прибегает к магии, вы понимаете. Ух, тут как красиво пошло. Прям сделка с дьяволом. Смотрите, какая прелесть. Только хотела сказать, не обязательно человек сам это все делает. Может обращаться прямо в смысле к кому-то. Так. Ух тышка. Даже не знаю. Рожденный побеждать, какой-то такой мужской типаж. А тут... Не знаю, сейчас и карта Лилия тоже. Не знаю. Сейчас, кстати, давайте посмотрим до конца. Я хочу посмотреть, это мужчина или женщина. Потому что непонятно, все-таки двойственно. Вы знаете, мужчина не обязательно сам делает это своими руками. Может, правда, обращаться к кому-то. Угу. Тут точно это есть. Сейчас прям интересно, это мужчина или женщина. Даже не знаю, на чем посмотреть. Вот давайте на этой колоде я посмотрю. Ой, что-то мне там летит. Так, это мужчина или женщина обращается, прибегает к магии, к вашему ближайшему окружению? Это мужчина или женщина? Это мужчина или женщина? Мужчина или женщина? Ух ты, ё-моё, император. Мужчина, кстати. Вот это удивлена я, девочки. Да. И тут такой подтекст. Вот тут, смотрите, как вот сразу мне вот эта вот сделка с дьяволом. А сделка направлена на что?
ожидания. Человек ожидает, а женщина, лилия, тут мне так считывается, рост развития. Если обращался, то хотелось бы с какой-то женщиной, как минимум, ну, не то, что там заполучить, но рост развития, отношения для того, чтобы начали развиваться. Это как-то вплоть до того, что может быть запрос на то, чтобы привлечь какую-то женщину в свою жизнь. Тут, скорее всего, сделка с дьяволом. Человек, может быть, платил деньги за то, чтобы... Как это называется? Я просто этим не занимаюсь, поэтому слишком не могу сказать, что я прям очень компетентна, ну, не знаю, как-то приворожить, да, привязать к себе, влюбить, может быть, какую-то зависимость вызвать у женщины. Да, вплоть до того, что да. У кого-то это, девочки, ну, магия, так запрос на расклад такой. А у кого-то сделка с дьяволом, девочки, у того, кто не особо в это верит, можно прочитать, если вам будет так проще, легче. Это мог мужчина увлекаться какими-то психологическими, как это правильно сказать, методики, да, методики манипуляции, вот пикап так называемый, да, вот эти вот все ближе, дальше, какие-то методы, они очень токсичные, они очень болезненные, и цель этого всего была женщину привязать, заставить, может быть, где-то как воле подчиниться, как-то так, а где-то это правда как магический какой-то ритуал был, может быть, как заказан, может быть, практик какой-то делал, опять-таки, как будто бы помимо женской воли ее притянуть, привязать. Вот слишком у этого мужчины какие-то ожидания были длительные. Может быть, мужчина в принципе вот такой его характеристика, рожденный побеждать. Тут такой красавчик, ну, может быть, идеальная там внешность, но вот у него такая харизма, мужское такое, что есть, притягательное, альфа-самец, да, и тут человек, который не привык проигрывать как минимум, а тут вот как будто бы гром среди ясного неба, почему-то у него сложилось впечатление, и тут слезки какие-то, как будто бы, что он не может на эту женщину повлиять так, как ему хотелось бы. Может быть, это своего рода то ли отказ, то ли какие-то проявления женщины, которые у мужчины у этого как почву из-под ног выбили. Он почувствовал себя, что, может быть, он, ну, знаете, как будто бы вот в мультике каком-то, если кошка голубоглазая, ей не будет ни в чем отказа. А тут какой-то мужчина, как будто то ли привык к женскому какому-то такому вниманию, обожанию, вообще к отказам он точно не привык. Тут может быть женщин очень много, которые сами пытаются даже с ним выстроить отношения как-то там. А тут какая-то такая история непонятная, когда он, может быть, ожидал одного формата отношений, развязки какой-то, или может флирта, может какого-то яркого романа с женщиной. А тут вот я же говорю, как молния шандарахнула в макушку, пошло что-то не так. Такое ощущение, как будто то ли женщина не пошла в какие-то форматы взаимоотношений, или вообще-то взаимоотношениями не назовешь. Может, женщина ждала с его стороны нормальных, каких-то полноценных, ну, скажем так, проявлений, назовем это так. Может быть, мужского поведения какого-то стабильного, хоть какой-то ясной картины для себя. А тут вот первая карта солнца на этого мужчину ложится. Это большой ребенок, эгоистичный, человек, для которого все дороги открыты, он считал раньше. Опять-таки, он может быть очень обаятельным, привлекательным, харизматичным. Он может вот эти двери открывать, он может быть таким непосредственным, даже в этом эгоизме своем, он может быть настолько привлекательным, что трудно на него обидеться, трудно этому противостоять всему. Опять-таки по солнцу. Действительно может быть такой вот, улыбаться этой голливудской улыбкой, может анекдоты рассказывать. В любой компании он желанен.
Но потребитель. Но тут что-то пошло не так. Какие-то тут слезки, расстройства. И это для него неожиданность была. Я же говорю, тут как будто бы вот рожденный побеждать, рожденный априори эти победы, он, может быть, даже уже и не ценил, знаете, как уже знаете, как это, некрасивое слово, зажрался, ну, правда, как будто, знаете, такое, как должное воспринимал. Внимание женщин, обожание как у каких-то женщин. Может, даже перешагивал там, влюблял себя и перешагивал, и пользовался, и шел дальше. А тут почему-то, вот мне показано, вот, захотелось человеку заполучить вот этот рост развития, вот эта карта рост развития, тут как цветы поднимаются вверх, распускаются, с какой-то женщиной, карта лилия. Лилия для него хоть карта темная, но тут это символ чистоты. Это женщина, которая... Вот женщина, кстати, может категорически быть против, знаете, каких-то методов достижения поставленных целей, таких токсичных. Женщина, ну, по лилии, я не буду говорить, что тут прям девственница, да, но чистая душа где-то наивность, где-то доверчивость, красивая, нежная, как цветок, хрупкая. Для него, для этого мужчины, это, как, знаете, идея X была, может быть, заполучить эту женщину. Он слишком долго как будто бы ждал результата. Может быть, даже показывает о том, что он ждал, он хотел заполучить эту женщину. Не факт, что тут для чего-то серьезного, совсем не факт. Просто, может быть, галочку поставить, девочки. Давайте так, отталкиваться не от того, что там мужчины, любовь любовная, неимоверная. Тут даже я не буду говорить, что тут о страсти, тут просто какой-то очень желанный трофей. Тут сумасшедшая обида и разочарование, и какой-то как вызов. Вот знаете, как будто бы человеку вызов, как, не знаю, предъявили, да, или как это сказать, как быка перед носом этой красной тряпкой. Такая, как будто бы женщина для него уже... Дело принципа было, вот, чтобы заставить эту женщину, может быть, чтобы она сама проявилась, вот как-то так вот. Я даже не знаю, вот как вам это объяснить, но вот как-то так. При этом ожидание, стены, сила. Сейчас я буду докладывать, о чем это. А тут характеристика на этого мужчину. Можно, конечно, сказать, что для него женщина, он женщину пропустил вперед и показывает, что женщина для него желанная, самодостаточная. Но тут чуть-чуть другой подтекст. Этот мужчина идет у нас по старшему аркану император. Вполне возможно, не свободный мужчина. По крайней мере, был точно женат. Мне кажется, может и сейчас быть в каких-то таких отношениях. Как владеет какой-то маленькой империей, да. Смысл в чем? В том, что несет ответственность за что-то, за кого-то, может быть, ячейка общества, может быть, там какой-то начальник среднего или не очень среднего звена, такой властный, есть мнение его, остальные все не столь важны. Да, может быть, тираничным, деспотичным, не особо романтичный, честно говоря, но, по крайней мере, для этого человека очень важно то, что о нем думают в социуме. Вот для него важно транслировать вот где-то уверенность в себе, где-то вот какие-то убеждения такие, вот как я на этом стою, да, на этих убеждениях. Очень важно показывать какую-то свою материальную стабильность, самодостаточность. Где-то вот даже, может быть, какие-то траты идут такие, знаете, больше траты для создания какого-то имиджа. Я не говорю, что он тут бедный, что он пыль в глаза пускает, но тут очень важно, ему какая-то идет энная сумма денег на то, чтобы поддерживать в глазах окружающих вот имидж свой, может быть, семьи, что это вот они живут, но не просто так, это явно выше среднего уровня, вот как-то так. Ну, себя в любом случае человек балует, себе может позволять там даже элементы какие-то уже, не знаю, роскоши, не роскоши. Ну, скажем так, себя он не ограничивает в тратах, мне так кажется. И вот тут он лишний раз это показывает, что я могу себе это позволить, этот какой-то уровень. При этом на самом деле у человека очень много ограничений, у человека очень много каких-то
Но это могут быть внутренние даже какие-то, да, как ментальные программки, ограничения. Но тут, скорее всего, он чувствует себя со всех сторон каким-то связанным. Видите, тут мужчина, он как в воздухе парит, и вокруг него он тут обвязан, завязан. Какие-то, как эти, какие-то узлы. Это история о том, что, может быть, даже какие-то эти как кармические узлы он тащит за собой. Он очень много каких-то вопросов в воздухе, как повисает, как накапливаются проблемы. То есть мужчина предпочитает на что-то закрывать глаза, а не на что-то, на очень многое. Может быть, даже какие-то с его проявления в прошлом. Знаете, как не дают ему, ну, как, не то, что там на сердце оно лежит, но вот такие моменты какие-то, очень много неразрешенного. И оно как снежный ком, вот за ним катится, катится, вот такое, как будто, по идее, может, отношения с кем-то не до конца проясненные. Тут не удивлюсь, что если с женщиной тоже мозг какой-то так как-то разойтись, и толком на конце непонятно. И может и ему, и этой женщине, а что это было, и почему так все случилось. Тут какой-то такой вот человек вот. Ну и реально какие-то ограничения у него есть. То есть то, что фасад он такой предпочитает показывать, да, что у него жизнь удалась, все прекрасно. На самом деле тут сразу же за этим показано, что очень много ограничений каких-то, как иногда в классике это изображают как клетка. Человек в клетке в какой-то. Причем мне так идет, что человек сам себе проблем очень много создал в свое время, своими руками. Но тут такой товарищ, который вообще не сознается в этом никогда, в том, что он виноват в чем-то был. Нет, тут корона на голове, тут я император. Такой. Так, вот тут доложу. У меня такого еще не было никогда, чтобы у меня выходила на император, который прибегал. Тут магия, я даже не знаю, как это. Сейчас. Так, о чем вот эта стена и сила? Ну, вот так мне идет. Знаете, все-таки сила это часто очень ложится на женщину. Женская сила это женщина, которая манит, которая привлекает, женщина где-то, которая, если так можно читать, вот так вот. Внутри он понимает, что женщина благодаря своей какой-то мягкости, женственности, может быть, вот она нестандартная, эта женщина, вот она его могла приручить. Вот никому не удавалось, а вот почему-то так почувствовал, что а эта женщина сможет меня приручить или смогла. Тут, скорее всего, сила и стена. Вполне возможно, он собирает информацию об этой женщине. Тут как будто бы стены имеют уши. Ему бы хотелось больше о ней знать. Может быть, узнать, как привлечь ее, как, ну, как-то, как будто бы, то ли как заставить ее проявиться, или как-то заставить эту женщину поменять какую-то модель, может, поведения. Может, женщина уже так себя проявляет в отношении этого императора, а ему бы хотелось, чтобы заставить, чтобы она по-другому себя вела. Так, девочки, давайте посмотрим, о чем это. Ну вот, ваша карта вопрошающий. Он говорит, хотя бы начать, может быть, заново, как друзья общаться. Карта урожая. Но хотелось бы чего-то вот действительно от женщины, от вас, ему какого-то классного урожая. Для начала хотя бы, может быть, как я же повторюсь, может быть, проявиться, или чтобы вас свела судьба. Но тут подтекст от этих карт говорит о том, что он хотел бы, чтобы, может, вы сами проявились. По карте собака, ну, хотя бы как друг, хотя бы как, может быть, там, какой-то, не знаю, нашли повод появиться в его жизни. Вот почему-то мне так вот идет. Странно. Ну, мне вообще это странно, вот, так что вышел император, девочки. Но все, что выходит, я это и все читаю. А ну давайте я еще спрошу. Магия, если это магия с его стороны, ну какого рода это магия, да, если можно так спросить. Ой, девочки, кармический узел, это то, что я говорила. Узел написано, кармический. Такое, как будто бы,
Ну, мужчина, по-моему, как в тупик зашел. Тут он связанный. Может, отношения с вами, ну, тут ваша карта 100%, никак не могли для него, или он непонятный, или... А знаете, у кого-то это элементарно, девочки, мог обращаться даже, ну, я уже, конечно, так, лайт-версию, потому что мне все-таки стрёмно говорить, что он тут как-то там магичил, привораживал, еще что-нибудь, как это там, наводил на вас, это тень на плетень. Нет, вот у многих могло быть элементарное обращение даже к тарологу, да, или к кому-то вот человеку, который мог ему информацию давать о вас. Почему я об этом говорю? Потому что он мог сам запутаться в своих чувствах, эмоциях, не понимать, как себе по полочкам объяснить ваше поведение. Может быть, не понимал, кто вы, кем вы являетесь друг для друга. Мы же тоже ищем ответы на вопросы. Тут, скорее всего, мужчина обращался для того, чтобы узнать, кто вы друг для друга и почему все так вот идет, так как идет. Тут показан кармический узел. Вполне возможно, вы являетесь этими кармическими учителями друг для друга, партнеры, да, кармические. Может быть, ему даже кто-то как-то так объяснил, что, хотел сказать, не грузись, да, потому что там я не буду так врать, что там любовь любовная. Там, скорее всего, я же говорю, мужчины как будто бы непонимание, почему как эта женщина такая странная, проявление этой женщины странное, нестандартное, почему она на меня такое оказывает влияние, почему у меня не получается там быть для нее тем самым, почему она, допустим, не так, как остальные, там не бежит за мной, там уж не знаю, волосы на себе не рвет и не предлагает себя там во всех смыслах. Может, какую-то реакцию вы дали, может быть, для него это было необычно. Тут, скорее всего, тут может быть кто-то обращался, правда, вот как к мастеру, сделка тут. По крайней мере, может быть, надеялся прояснить для себя ситуацию. Вот. Может быть, ему тут даже объяснили, что это как кармический узел, что пока вы его не развяжете, как урок не пройдете, это прям не похоже, как будто бы вы могли в прошлых воплощениях пересекаться, вам был дан шанс на построение классных отношений, гармоничных каких-то, которые бы привели уже, не знаю, не обязательно к построению там семьи, созданию, но, по крайней мере, какая-то классная love story, да, любовная история. А, скорее всего, ну, не получилось в каком-то воплощении. Вас опять перебрасывает, как я люблю повторять, с авоськой этих непройденных уроков, с двойками в дневниках. И в этой серии, хотел сказать, в этой версии, в этом воплощении опять пытаетесь. Ну, судя по всему, тут в этом воплощении тоже какой-то узел этот кармический. Может, разошлись как море корабли, может быть, как непримиримые какие-то, ну, не буду говорить враги, нет, не враги, как оппоненты, какие-то люди, которые, понимаешь, тянет друг к другу, но у одного может быть характер не сахар, и у второй тоже, а у кого-то принципы, а у кого-то разное видение ситуации, у кого-то в принципе может быть изначально вот планы на одного человека, у него одна версия, как должны складываться ваши отношения, да, коммуникации, у вас совершенно другое было видение. Вот тут такое может быть. Тут как коса на камень нашла. Вот тут 100% что-то тут такое. Ой, так, о чем это еще? На прямых. Тут говорят, он, при том, что тут в конце какие-то карты такие, говорящие о том, что тяжело, да, этот узел кармический, который по факту видно, что как завязан туго. Ну, по идее, всегда даются шансы, может быть, даже шансы измениться, не требовать от того, чтобы кто-то другой, ваш партнер, менялся, а вы должны измениться, тогда и партнер будет по-другому на вас реагировать, да, какие-то давать реакции совершенно иные. То есть, если вы изо дня в день каким-то образом себя ведете, не буду говорить плохо, хорошо, тут это не работает. Плохо, хорошо, эти категории тут не работают. Вы каким-то образом, у вас какая-то программка, вы вот так себя ведете. И он дает вам, каждый раз он дает вам одну и ту же реакцию на ваши повторяющиеся какие-то действия. То есть вы меняетесь сами, вы меняете вот восприятие
себя в этих взаимоотношениях, партнера. Вообще, вот зачем вам даны эти отношения, для чего? Ну, как будто все меняется. И, соответственно, вот ваша реальность тоже меняется. И у партнера, когда вы поступаете уже в его понимании нестандартно, не так, как всегда, ломаются вот эти какие-то шаблоны. Соответственно, и он реакцию другую дает. И вот эти вот узлы кармические развязываются. Вообще показано, девочки, что вам, правда, были даны эти, может, и сейчас даны отношения для того, чтобы могло родиться. Смотрите, рождение, как то цыпленочек из этого, ну, яйца из скорлупы пытается вылезть, да, рождение, радость, счастье, закрытие всех ваших потребностей. Просто тут как-то вот это все могло быть, и это может быть у кого-то еще и может быть, повторюсь, но вот этот узел кармический надо развязывать. А может быть, если вы его развяжете, этот узел, опять-таки, то и эта радость в ваше сердце войдет, и тут уже даже не будет важно, с каким партнером. Может быть, даже вы поймете, что большая история это о вас для вас. Да. И в ваших силах сделать свою жизнь самой счастливой, такой наполненной, без привязки к какому-либо партнеру. Тоже в этом может быть. Так, девочки, давайте. Я тут посмотрела на этого человека, но вы понимаете, что ему тоже давались эти шансы на построение этих классных отношений, для того, чтобы, может быть, за свое время даже вот с вами коммуницировал и тоже вот эту радость испытывал, радость, счастье, ну как зарождалось все. Они очень яркие, какое-то впечатление у него о вас, нестандартно яркое какое-то, незабываемое, но при этом оно тут какие-то прям как пики, знаете, от радости до какого-то такого горя, я даже не знаю, неприятия друг друга, может быть, эгоизмом столкнулись, а может быть, подсветили вам, да, как вот ваша встреча, коммуникация друг с другом, подсветили ваши теневые стороны. Тут эгоизм у мужчины зашкаливает, может быть, где-то, уж не знаю, зачем ему послали вас, а вам его, но тут какой-то замысел 100% есть. Так, ладно, давайте посмотрим, как это касается вас, собственно, да, потому что я могу рассказывать долго, но как это касается вас. Сделка 100% какая-то была, не могу я эту карту игнорировать, то есть, что-то он платил деньги, пытался разузнать, конечно, я могу поприкалываться, что сходил к психологу, да, но тут чуть-чуть другой подтекст, девочки. Так, как это касается вас? Ой, боюсь. Какое сочетание, говорят, с яростью, кто-то пытался с яростью, с какой-то злобой, непримиримостью, кто-то пытался совладать, неся какую-то безусловную любовь, пытался принять, понять. Ох, ё-моё, как это касается вас. И это принесло боль, разочарование, потери. Ой, карта отшельники по влюбленным. Боже мой, девочки, ну опять-таки история какая-то. Не обязательно одиночество вдвоем, сочетание отшельники, влюбленные. Нет, тут скорее всего какой-то такой подтекст идет, как это касается вас. Сейчас я доложу. Ну, ритуал был произведен, 100%, прям ритуал написано. Ой, нифига себе. Смотрите, тут вплоть до того, что человек обращался для того, чтобы как переписать не то что судьбу, а вот у вас, допустим, как-то складывалось не очень хорошо, может быть, история как-то по влюбленным, был выбор, были шансы, потом, может быть, отстранились друг от друга по отшельнику, или вы отстранились, или вы восприняли, допустим, опять какой-то болезненный, очень болезненный для вас опыт был, ярость, любовь. Тут прям можно сказать, от любви до ненависти один шаг. Может быть, у этого человека
к вам, он как какими-то чувствами, правда, у него были чувства, эмоции какие-то, а потом он может в один момент как-то вы проявились не так, как ему показалось, что недостаточно к нему как-то хорошо. Или он мог как-то обесценить эту любовь. То идет мне опять-таки по отшельнику. Это урок для вас обоих. Урок — это мудрость, это может быть принятие самого себя, осознание своих потребностей, осознание того, какой партнер мне подходит. Не просто там любовь, там секс, яркие какие-то эмоции, которые все быстро проходят. В том плане, что там страсть какая-то, она, если ничем дальше не подкрепляется, ни на чем больше не основывается, да, если не прикладывают люди усилий для того, чтобы это перерастало во что-то более глубокое, там какое-то стабильное, нежное чувство, трепетное, то по отшельнику, может быть, это наоборот как какой-то урок для того, чтобы осознать, а для чего мне этот партнер был дан, а для чего мне, ну, эти отношения в принципе, и что я хотела с этим партнером, может, осознать. Вот такое вот, тут что-то такое, тут по отшельнику опять-таки, девочки, ну, вопросы к себе больше, тут к собственному, какой-то опоре на себя. Может быть, правда, как по полочкам нужно разобрать, что я искала в этих взаимоотношениях, почему именно этот мужчина. Ладно, так, как касается вас, да, по влюбленным были шансы, влюбленность была 100%, страсть была, голову тут накрывала, вообще сносила, наверное, башку. Но как это касается вас, это как будто бы вот эти вот карты мне говорят о том, что у вас могла быть у каждого своя жизнь, да, тут вплоть до того, что у вас там выстроена своя жизнь, там у кого-то партнер стабильный, может муж даже, у него могла быть, у этого мужчины, своя жизнь. А тут как вас судьба вместе сводит, и вот две дороги, видите, одна дорога и вторая, они переплетаются, две дороги в одну как переплетаются. Ну, это карта такая своеобразная и образует какую-то новую судьбу. Ой, и тут вплоть до того, что, ну, мне так идет. У кого-то предупреждение и ритуал, у кого-то могло быть, конечно, со стороны этого мужчины. Или, может быть, если у него там есть какая-то женщина, да, могла быть постоянно. Тут могло быть ритуал по поводу того, чтобы ваши дорожки разошлись на самом деле. У кого-то ритуал мог быть вплоть до того, что для того, чтобы вы действительно вместе могли быть. Тоже такое. Сейчас я буду докладывать. Так, ритуал, преграда. Ну, смотрите, вообще-то какой-то ритуал тут такой, чтобы какие-то преграды, тут болото, тут какие-то, допустим, между вами были очень нехорошие моменты, назовем это так. Тут как это слово такое, бурелом, да, вот это вот деревья попадали в это болото. Тут какая-то трясина непроходимая, как будто бы вот точно, что хочет сказать, шеф, все пропало, тут уже как будто спасать нечего. Ну, какие-то преграды вот на вашем пути. И тут человек, может быть, делал ритуал, заказывал какой-то, для того, чтобы эти преграды вот на пути по карте смерть убрать по-любому, для того, чтобы... Для чего? Давайте посмотрим. Для чего, мне интересно. Потому что... Для чего? Брать. Огонь. Марионетка. Ну, к сожалению, цель вот этого всего — это заставить женщину какую-то, в данном случае вас, играть по его правилам, чтобы он дергал за ниточки, а вы такая были тут на фоне, может быть, страсть его к нему воспылали, потому что огонь, страсть, может быть, даже какое-то проявление, чтобы сами проявлялись. Тут карта это социума, может быть, сами пришли к нему, сами как-то проявлялись, сами доказывали ему, показывали, насколько он для вас ценен, интересен. Вот тут что-то такое. Тут, правда, могут быть обращения, ну, увлечения даже какой-то
ну, как это, этими какими-то запрещенные программки. НЛП, они не запрещенные. Я просто хотела сказать, пикаперские какие-то, запрещенные для гуманного человечества, потому что это все болезненно. Тут вот как будто пытались, да, то ли как бы волю вам сломать, то ли пытались вас заставить по своим правилам играть. Вот тут такое идет, девочки. Почему предупреждение? Ага, ну предупреждение это больше о том, что ему так хотелось, этому мужчине, новостей каких-то классных, чтобы его жизнь влетала. А с вашей стороны было бездействие какое-то. Может быть даже... Так, а это получилось вообще сейчас? Как будто человек мог ожидать, что вы будете проявляться как остальные, какие-то другие, иные женщины. А тут вы дали какую-то нестандартную реакцию или не пошли на поводу, не поддались манипуляциям, опять-таки. Хотя влюбленность с вашей стороны тоже была. А тут карта ярость. Вполне возможно, мужчину как накрыло. Ну как ты посмела пойти против воли? Непокорная. Это о чем? Луна. Туман, неопределенность. Отторжение. Это с вашей стороны? Опять смерть с другой колоды. Сила. Так тут, девочки, вполне возможно, он столкнулся с тем, что женщина. Но вы же у меня ведьмочка, ведающая. Тут на вас раз вышла карта сила с одной колоды. Да, сейчас я вам найду ее, покажу. Сила, сила. Где-то тут сила. Короче, была у меня тут сила, я ее запомнила. Сейчас, девочки. Да где же она же? Вот она, сила. Тут очень красивая женщина, такая девочка. Вот смотрите, сила. Это на вас ложится, эта карта ложилась. Женщина, которая, смотрите, волшебница, она может, ну, сила написано, она может заставить, да, и тут цветы распускаться, и дерево вырастет. Как будто бы волшебство какое-то внутри нее есть. Вы обладаете этим волшебством. И тут на вас карта сила. Мне такое ощущение, как будто бы мужчина столкнулся с какой-то неведомой ему доселе какой-то силой. Карта Луна, туман, неопределенность. Тут же зависимость. Кстати, мужчина может быть, ну, зависимый. Или, в принципе, у вас отношения созависимые. Тут 100% какие-то. Это может быть тяга какая-то к вам. И он даже может быть ярость, тут злость. Почему? Потому что он это не контролирует, вот это вот влечение к вам. Он даже не может это объяснить. Карта мост. Может быть, старался как-то, опять-таки, как не то, что там дорожку протоптать, но как-то вот на вас повлиять, как-то к вам приблизиться. А тут идет какое-то отторжение. То ли вы его оттолкнули, то ли вы дали ему понять, что ну так как ты действуешь такими методами ко мне, то не надо, мне это не подходит. Могло быть тут такое, да, карта смерти. Все как будто бы трансформация. Или ты по-другому ко мне проявляйся. Ну, или мне такое не надо, твое какое-то отношение. Тут это есть. Карта силы. Он почему-то почувствовал, что вы имеете над ним власть. Вот это вот основное, по-моему, тут, девочки. Все, тут понятно. Какое-то к вам имеет отношение, я рассмотрела. Человек старался вами манипулировать. Может быть, зажечь в вас какую-то эту страсть, как будто бы перепрошить заново. Может быть, даже чтобы вы на него по-другому посмотрели, как-то другими глазами, влюбились. Мало того, что влюбились, ему было очень важно, чтобы вы тут как бежали за ним. Не хочу тут как говорить, как собачонка, да, какая-то, которая команды слушает. Но тут точно хотелось ему, чтобы вот пылали этой страстью, прям из этой сильной какой-то непокорной женщины превратились в какую-то такую домашнюю, уютную, которой может быть и легко управлять, и что-то такое вот. Какой-то ритуал тут был произведен, уж не знаю, девочки. Угу. Ну ладно. Такой у меня вышел расклад. Кому было интересно, полезно, ставьте лайки, подписывайтесь. Спасибо огромное за то, что вы были со мной. До новых встреч.